Бюджетные полноразмерные наушники, которые можно использовать как по Bluetooth, так и по проводному соединению. AUX наше все. Данная модель имеет активное шумоподавление до 35 дБ, режим прозрачности, качественное звучание, мультипоинт до 2 устройств, как говорится, это must-have, но не у всех есть. Стильный дизайн, отличные материалы, складной механизм и время автономной работы до 50 часов. Обо всем этом мы можем прочесть в рекламе к наушникам под названием One Audio Focus A10 Hybrid. Много они чего уже давно выпускают, правда? Иногда что-то даже интересное. Но как на самом деле дела обстоят конкретно у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в плотной черной коробке с названием и изображением модели, а также краткими характеристиками. Выглядит упаковка достойно, но после открытия коробки вся красота перебивается едким запахом краски и химии. Давно такого не было. Упаковано все довольно просто. В комплекте мы имеем чехол для переноски наушников, который пропитан этим же запахом. Поможет только стирка. Чехол неплохой. Далее есть довольно подробное краткое руководство. Кабель для зарядки с USB-A на USB-C. Кабель на 3,5 мм. Мини-джек длиной 1 метр. И сами наушники. Дизайн наушников интересный, но об этом позже. Весят они 302 грамма. Размер амбушюр по внутренней части 56 на 35 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Скорее всего, вы смотрите 28 февраля этот обзор, и значит на лайв-канале я еще разыгрываю Xiaomi 13 глобальной версии. Приходите, участвуйте. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, в котором мы общаемся по поводу результатов тестов и что еще купить для обзоров. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. Тип наушников закрытые полноразмерные. Поставляется данная модель в единственной черной расцветке. Дизайн устройства стильный, выглядят они недешево, как по мне. Корпус наушников выполнен наполовину из металла, наполовину из пластика. К примеру, чашки из металла с матовым покрытием. На них есть круглые вставки с текстурой, как у виниловых пластинок, а по центру логотип компании. Качество материалов неплохое, но вот запах краски все конкретно портит. Сборка на свою стоимость. Как по мне, вместо наклеенной мягкой вставки, которая находится на подвесе чашек во внутренней части, лучше бы сделали прорезиненную вставку, как в более дорогих моделях. К слову, подвес чашек, оголовье и еще некоторые детали выполнены из пластика. Материалы неплохие, только вставки в стиле виниловой пластинки довольно быстро загрязняются. А вот потертости за время моего использования не появлялись, что радует. Раздвижной механизм для регулировки размера выполнен из металла и пластмассы. Отрегулировать оголовье можно максимум до 3,5 см с каждой стороны. Минус в том, что механизм слабо фиксируется и отрегулируемый размер может сбиться. Оголовье мягкое, во внутренней части оголовья выполнено из эко-кожи с мягкой вставкой. Но мягкую область можно было бы сделать пошире, а то совсем помелочились. Чашки складываются и поворачиваются на 90 градусов, за что плюс, так как это удобно и не во всех дорогих наушниках есть подобный функционал. Ко всему, места соединения выполнены из металла, и механизм имеет фиксацию. Далее амбушюры мягкие с неплохим эффектом памяти. Снять амбушюры лично у меня не получилось. Возможно, кто-то уже приобрел данную модель и у вас получилось снять амбушюры, напишите об этом в комментах. Посадка A10 хорошая, как по мне, но советую обязательно померить их перед покупкой, так как если у вас охват головы небольшой, то наушники могут неплотно садиться и слетать при наклоне. От этого, разумеется, будет зависеть шумоподавление и звучание. У меня лично сели наушники хорошо, с головы не слетают, но для пробежек лично я бы их не советовал. Сила зажима слегка слабее средней. Может быть, оно и хорошо, потому что при длительном прослушивании музыки будет комфортнее голове, но уши все равно слегка от прослушивания устают, потому что давят амбушюры. Плюс еще ощущается незначительный дискомфорт от оголовья. Также, что неудивительно, уши потеют, вентиляция есть, но не особо хорошая. Пассивная шумоизоляция неплохая. На шее носить A10 можно без проблем. На корпусе расположили надпись One Audio, краткую информацию и маркировку Left и Right во внутренних частях амбушюр. На левой чашке есть разъем для зарядки USB Type-C и кнопка ANC с LED-индикатором. На правой чашке у A10 микрофон, кнопки регулировки громкости, кнопка питания с интересным рельефом, LED-индикатор и разъем на 3,5 мм. Наушники работают как по Bluetooth соединению, так и по проводу. Из команд на борту включение-выключение, вход в режим сопряжения, плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, сброс до заводских настроек и переключение между режимом шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом. Сенсорного управления нет, может быть это и хорошо. На нажатие наушники откликаются отлично, команды сопровождаются неплохой озвучкой на английском языке женским голосом. Управление удобное и интуитивно понятное, переназначить команды нельзя. Летим дальше. Оснащены наушники стандартными 40-мм динамическими драйверами, частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц, сопротивление 32
Xiaomi. Наушники удостоились сертификации HRS Audio, активное шумоподавление на борту до 36 дБ, активный шумодав отрабатывает хорошо, наш любимый ANC. Конечно, ожидать от него многого не стоит, это вам не Sony, но в паре с пассивной шумоизоляцией, учитывая стоимость, ANC здесь достойная. Режим прозрачности не режет слух, что удивительно, громкость речи увеличивается и разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно. Главное к этому делу привыкнуть. В режиме прозрачности есть два небольших минуса, а именно легкий фоновый шум и звук передается неестественно. ANC режим прозрачности не работает при подключении по проводу, что стандартно, в принципе, так у всех. Может быть, у кого-то не так, напишите, где вы встречались с наушниками, когда по проводу они работают, чтобы все это дело не отключалось. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после включения. Датчиков обнаружения не завезли. Анимации нет, но есть полноценный мультипоинт до двух устройств, который при этом еще и работает. Ура! Емкость аккумулятора 800 мАч, полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 50 минут. По моим тестам на 100% громкости по Bluetooth с соединению с кодеком AAC без активного шумодава они проработали 23 часа. Конечно, на 100% громкости я не рекомендую слушать музыку. Если же слушать на 50% громкости в тех же условиях, они проживут не более 46 часов. Все зависит от сценария использования. Время автономной работы, разумеется, не лучшее, но в целом неплохое. Быстрая зарядка на борту 10 минут дают 2 часа прослушивания музыки на 100% громкости. Автоматическое выключение на борту, и у меня после отключения Bluetooth они выключились самостоятельно примерно через 5 минут. Что не очень, кстати, хорошо, хотя бы через 30 бы отключались, правда? Информации о водонепроницаемости наушников нет, под дождем прогуливаться вместе с ними я не советую. One Audio Focus A10 Hi-Bud не имеют официального приложения, через которое можно было бы обновить прошивку или воспользоваться кастомным эквалайзером, если бы он был, или пресетами. Мне хорошо меньше рассказывать, вам не очень хорошо, потому что приложение это всегда отлично. Bluetooth не последней версии 5.0, что fail, относительно свежая модель, а стоит довольно старенький Bluetooth. Из кодеков на борту SBC и AAC поддержки кодеков высокой четкости нет. Через одну, как и через две стены, не отваливались. Задержка на YouTube при просмотре фильмов незаметная, в играх задержка слегка заметна. Играть можно, но не сказал бы, что прям комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают неплохо, но для записи аудио или видео использовать микрофоны этих наушников я бы не стал. Для коротких звонков в целом пойдет. Пример вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов полноразмерных наушников, беспроводных, разумеется, но они могут работать и по Bluetooth, и по проводу с мини-джеком. One Audio Focus A10 Hi-Bud. Какие конкретно условия вы видите? И по большому счету я не назову эти наушники супер хорошими по микрофонам, но и супер плохими их тоже назвать нельзя. Видали мы и похуже, скажем так, в разы. Оценивать всегда вам, но для переговоров я бы, наверное, что-то другое приобрел. Напоминаю, что я всегда за проводные наушники, вы подключаете их к телефону, там всегда довольно просто все с микрофоном, он обычный, он близко у вас к источнику звука, и вы получаете отличный микро. Здесь только так. Звучание. Запас громкости есть. Я прослушивал музыку не более чем на 60% громкости, но кому-то может показаться, что громкости мало. Каша на максимальной громкости небольшая, но, разумеется, есть. Звучание с уклоном на низкие частоты. Любителям басхедного звука они однозначно понравятся. С включенным активным шумодавом бас слегка пропадает, что и стоило ожидать. Хотя у некоторых он, наоборот, появляется. Средние частоты звучат насыщенно, но проработки мало. Высокие, на удивление, показали себя хорошо. Они не теряются среди других частот, а сильно
сильного акцента на них нет. Вокал звучит довольно естественно, а 10 подойдут больше для современной музыки. Отмечу, что большой разницы в плане звука между Bluetooth и проводным соединением нет. Минусы: нет датчиков автопаузы, которые, к слову, в Q45 от анкеров за космические деньги тоже отсутствуют. Старенький Bluetooth, нет поддержки приложения, его в принципе нет. Относительно маленькая автономность по сравнению с полноразмерными наушниками, которые у меня были на руках. Хотя, в принципе, ее более чем достаточно. Слабая фиксация регулировки размера, ядерный запах химии краски, нет нормальной вентиляции. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Кто посмотрел ролик, двойное спасибо. Резюмирую. Полноразмерные беспроводные наушники One Audio Focus A10 Hi-Bud — неплохой вариант как для полноразмерных наушников в этой ценовой категории с активным шумодавом и режимом прозрачности. Отмечу: хорошее звучание, приятный дизайн, качественный материал, особенно металлические шарниры, и мягкие амбушюры. Разумеется, прям советовать бежать их покупать я не могу, так как есть много минусов, но рассматривать их покупки можно. Повторяю, что перед покупкой обязательно их нужно примерять самому, как и любые другие наушники. Послушать желательно тоже, разумеется, сделать свои выводы и приобрести. Девайсу от меня добра и удачи вам, дорогие друзья.